Добрый день, меня зовут Юлия Сайфен, я художник. Сегодня я хочу с вами поговорить, показать вам контрастную триаду, как она работает и для чего она нужна. Здесь я наглядно сделала 12 пейзажей. И тут и пейзаж-портрет в какой-то момент появился, потому что было скучно писать пейзажи. И посмотрим, как это работает. Прежде всего должна сказать, что выкрашивание вот таких вот сводчей, таких вот отдельных плашек цвета, есть в этом некое лукавство, потому что цвет работает рядом с другим цветом. Он не работает, он не существует в вакууме отдельно. То есть еще можно сравнить цвет с словом, которое находится в интересном тексте на странице. То есть, выдернув слово из всего контекста, вы просто не поймете, о чем речь. Мне, как человеку с опытом, легко понять, потому что я работаю с цветовым кругом часто и знаю, как сочетать цвета. Но по правилам, если пишется натюрморт или пейзаж, то непременно кладется два цвета рядом. Не оставляется между ними белое. Белый вообще цвет, он цвет для графики, черный тоже. А все остальное для живописи. Итак, контрастная триада – это треугольник на цветовом круге. Схема треугольная, которая не широкая, вот такая узкая. У нас есть два цвета и один напротив них. Я предпочитаю пользовать все три, или даже в работе иногда расширяю и беру контраст. Контраст, вы понимаете, это что одно напротив другого, это всем ясно. Что здесь на этом примере? У нас синие, фиолетовые, и контраст у нас теплый желтый. Здесь в какой-то момент появился еще такой зелененький у меня, какие-то вещи вместе с этим. Это потому что голубой смешался у меня с этим. Это тоже может присутствовать, когда в работе эти все цвета начинают между собой взаимодействовать и смешивать. Это тоже может быть интересно. Дальше передвигаем. Зеленый и синий. На заднем плане у меня воздушная перспектива уходит вдаль, соединяется с небом. Синий у меня здесь и голубой, и ультрамарин. На переднем плане у меня изумрудные. Вот здесь уже коричневые пошли. Почему? Потому что коричневые – это производная от вот этого оранжевого. Кроме этого, они были замешаны вместе с этим зеленым. Тоже такой темно-коричнево-зеленый, он тоже может здесь работать. У меня есть одно видео, где я рассказываю, как делать гамму цветовую, замешивая контрастные цвета. То есть, по сути, вот этот зеленый, он есть производная между этим оранжевым и хотел сказать, этот коричнево-зеленый, производная между зеленым и оранжевым. Теплый красный, такой оранжево-красный цвет пламени, контраст к этим цветам. Здесь у нас что посередине, что бутылочные. Вот таким образом. То есть наш глаз фокусируется на акцентах, на ярких моментах, но в то же время фон, который под этими оранжевыми, он отлично работает, потому что он рядом с цветом, который усиливает эффект этого оранжевого. Так, что у нас тут?
холодные зеленые, теплые зеленые, и к ним в контраст вот такой красный, коричневый. Здесь у меня какой-то красный сложный. Здесь почти коричневый, но это не меняет ситуацию. Это все является одним и тем же. Это и это. Производная от вот этого цвета. Холодные, основная масса. Нужно отметить вот то, о чем я хотела сказать и забыла. У дизайнеров интерьера есть правило 60, 30, 10. Что это значит? Большего цвета мы берем 60%, которого меньше, но он идет в группе с большим цветом 30%, и 10% акцент. То есть вы не ошибетесь, если ваш акцент, ваша маленькая часть по цвету в вашей работе будет контрастная. Дальше. Теплые зеленые, желтые. Все мы знаем, если вот этот желтый фон может преобразоваться, если его затемнить уже в охру. То есть вот эти плашки, которые или вот это, то, что вы видите, это только идея. Воплощение может быть гораздо глубже, гораздо больше цветов вот в этом диапазоне использовано. В то же время, если они замешаются с вот этим фиолетовым, они станут сложны и интересны. Так. Здесь у меня большая часть теплого и меньшая часть, то есть здесь я холодный желтый, оранжевого много я вижу, и синие, которые являются таким камертоном. Это сочетание планировалось мной как большая часть желтых, оранжевых и меньшая часть синих. Но тут, покрасив эту стенку, я, конечно, уже остановиться не могла. Она стала моим акцентом. В принципе, это вывернутая сторона, когда больше синих и меньше желтых, оранжевых. Поехали дальше. Здесь холодные зеленые, немного в синюю сторону. И в контраст к ним красные и оранжевые. Здесь зеленый идет, как вы видите, более теплую сторону и контрастирует с красными и оранжевыми. Красный становится коричневый, темнее. Здесь есть фиолетовые, красные, бордовые. Но в то же время, если вы посмотрите, я
пошла больше в желто-оранжевую сторону. Это вот сюда, в эту сторону, в сторону теплых. То есть, оставаясь в этой триаде, я немного ее расширила. Почему? Я вот думаю сейчас, что это связано с тем, что я часто стараюсь сгруппировать цвета по теплоте. Или по холодной стороне, или по теплой стороне цветового круга. Здесь у меня красный стал теплее в оранжевую сторону. На встречу этому теплому зеленому, вот таким образом. И последняя контрастная триада на сегодня. Это сочетание вот холодный желтый является акцентом пятнами на фоне больших пятен бордового и синего, фиолетового. То есть тут может быть фиолетовый, который здесь посередине между ними. То есть вот таким образом составлена гармония. Еще раз вернусь к тому, что сколько бы вы ни выкрашивали вот таким образом сочетание, это просто для наглядности, я перед тем, как работать, сделала. Это не даст ничего, только если попытаться на листе один цвет рядом с другим положить. А лучше уже в работе работать большими массами и смотреть, что с чем сочетается. На этом сегодняшняя встреча закончена. Спасибо большое вам за внимание. Я хочу вам сказать, что алгоритмы YouTube работают следующим способом. Если вы хвалите в комментариях, пишите свои соображения или же ставите лайк любому видео, то непременно на ту же тему у вас будут появляться видео в рекомендациях. То есть не обязательно я появлюсь, будут какие-то по поводу цветов, может быть, по поводу живописи видео. То есть это и полезно с этой стороны. Спасибо большое вам за внимание. Приходите еще. Я очень рада вам рассказать то, о чем я знаю. Творческих вам побед. Всего доброго. До свидания.